И как всегда, друзья, за покупочками пришли в Carrefour. Сегодня лень было куда-то идти, но нужно, точнее захотелось рыбки. Посмотрела в приложении, заказать домой можно ли вообще. Именно рыбку и мясо не закажешь, потому что вот в комментариях писали, что вы не пользуетесь такими типа приложениями. Почему нет? Как бы можно пользоваться. Я, конечно, ни разу не заказывала. Там я так и написала. Движение – это жизнь. Сама постоянно ездила. Но вот именно конкретно эти продукты не закажешь, к сожалению, в таких приложениях. Цена 279 лосось. Захотелось лосось соленый. Взяла я, как всегда, своего помощника, который мне помогает. Зашли мы еще в БИМ. По пути еще я купила курицу. Наверное, домой зайдем, покажу вам по ценам, да, сколько вышла рыбка, насколько здесь покупаем, курица насколько вышла, как всегда. Хочу показать вам, не могу не показать, это 95 стоит вот эта вот сардалья в А101, если что. Но она всегда, если честно, даже вот когда скидки нет, где-то там 90 с чем-то стоит. В Нигросе тоже 100 с чем-то она где-то вроде со скидкой была последний раз. Но вот по 101 тоже продают. Это вот, если кто устал от тунца, сардалья, похожая на шпроты. Рыбка, можете взять. Так, купили мы, как всегда, по несколько пакетов затарились. Наверное, самое интересное, это сколько стоит рыбка. Чек они вот так вот ставят сюда. Смотрите, рыбка получилась на 2,5 килограмма. 279 за килограмм написано. Вот здесь вот цена. И здесь вот можно посмотреть, это что, который у нас Carrefour. Вроде как вот это вот. Нет, это А101. Carrefour у нас здесь. Вот. Получается на 712 со скидкой вышло у нас. То есть здесь идет 712 написано. А, здесь тоже 712. Либо они вот здесь вот внизу еще пишут скидку. Так, вроде бы так и есть 712. Вот, ну да, 500 чем-то, еще полкило где-то вот получается рыбка. Мне ее почистили и сделали как филе, я попросила. Голову тоже сказала оставить для ухи. Буду, в общем, соленую рыбку сегодня засолю. И завтра уже можно будет есть. Ну, вот так вот, да? Красное прям. Филе, короче. Кости убрали. Что я еще купила в Carrefour? Сыночек у меня взял лейс. Это для фильма. Он говорит, я хочу. Потом взяли мы газоз. Такой сладкий напиток. Тоже долгое время я не понимала, что это такое. Я думала, это газировка. Оказывается, это вот что-то похожее на наши всякие там дюшесы. Ну, очень вкусный, кстати. Газоз называется. Попробуйте. Сколько он стоит? 71. Да, получился. Потом, что еще мы здесь взяли? Так, вроде бы ничего. Лейс. Что такое? Газоз 71. И пакет, да? Все, да. В принципе, теперь А101 следующий чек. Мы еще, кстати, заходили за курицей в отдельную лавку. Вот так вот, Таук-Чулук называется. Куда я всегда захожу. Там тоже, в принципе, должен был быть чек. Но, похоже, чек не засунули. Ну, в прошлых роликах я показывала, сколько стоит курица. Если кому интересно, можете посмотреть. Да, чек не засунули. Ну, нет, смотрите, вот здесь можно посмотреть.
филейная часть за килограмм 195 лир. В общем, вышло 2 грудки, и только филе, там кости нет, 261 лира. И здесь я взяла, получается, 2 разных частей, поэтому здесь уже не указана цена. Он уже так отдельно посчитал. Далее купила, получается, ВА-101 йогурт, самый мой любимый. Вот, и как йогурт, и как сметану его использую. 1,5 килограмма стоит. Сейчас скажу. Вот. Так, нет, не это. Вот, видите, 1,5 килограмма 97 лир. Вот такой вот йогурт. Очень вкусный. Я его, как я и сказала, и вместо сметаны использую. Потом вот эти вот корнишоны, они именно в ВА-101 продаются, очень вкусные. Более-менее похожие на наши, да, огурчики. Вот их я беру тоже постоянно в ВА-101. В других магазинах почему-то, видите, какая фирма. Именно таких вкусных, именно вот с перцем они идут внутри. Таких я не пробовала, не видела. Тоже что-то в районе 89, что ли, стоит. Салаталек написано. 67, значит. Салаталек, видите? Галле. Да, 67. Далее со скидкой. Всегда обращаю внимание на скидки у кассы. Здесь, кстати, 125 грамм, немало. Купила орешки в шоколаде. 89 цена была. Если я не ошибаюсь. Гол написано, да, 89. Вот, взяла, любимые вот как раз с утра к йогурту добавлять всякие добавки, семена чиа и орешки. Вот я добавляю вот такие вот, очень прям вкусный завтрак получается. 150 грамм орехов получилось у нас, скорее всего, вот это вот, да? Да, 109 лир, вот, 150 грамм. Вот таких вот орешков, то есть очищенных. Кстати, очень вкусные. А что еще взяла? Дарданель, про который я рассказывала, 2 штуки сразу. Взяла вот такой сыр. Он, короче, знаете, похож на творожный. Для намазки. Стоит 105 вроде. Пинар, Биас, да, 105 написано. И в последнее время покупаем вот такой вот гурме хинди фуме нарезку. Здесь его много, 110 грамм, как бы немалое количество. Стоит 89. Вот, салам хинди. Вот. И взяла 300 грамм, 3 красных перца. Сколько они? Наверное, где-то 49, да. Бибер кырмызы вот написано. Вот. И, в принципе, беру всегда вот такой вот хлеб. Мне он очень нравится, очень вкусный. Похож на наш, там, где продают курицу. Вот такие покупочки у нас. Немножко посижу, даже не сняла ни очки, ни панамку. Вот так вот сходу сразу вам ролик записываю. Почему? Потому что мне сейчас это все надо в холодильник убрать. Перед тем, как в холодильник убрать, индекс я запишу. С чего начиналась эта покупка? Я пыталась заказать удаленно, потому что было лень идти. Вот честно, иногда бывает такая лень, прям нападает, что вспоминаешь вот эти слова, чего вы не покупаете удаленно. Но сегодня мне хотелось именно рыбки, именно вот самоны, красные рыбки. Пыталась я купить, вот сейчас ставлю приложение, в этом приложении решила послушать подписчиков, которые пишут, да, зачем вы ездите, можно же и так купить. У меня сын старший тоже всегда так говорит: мам, можно же заказать, зачем ты постоянно ездишь, закажи. И вот я пыталась, а не дает. Пишет, что нету в наличии, хотя поехала, как вы видите, есть самон. Но, видать, то, что его нужно как бы
взвешивать, выбирать. Скорее всего, эти продукты не купишь удаленно. В общем, буду солить сейчас рыбку. Очень люблю именно красную рыбу соленую. Кстати, там филейная часть, он сказал 500 лир где-то, 499 вроде. А целая вот по 299, поэтому я решила взять именно вот такую цельную. Так, ну что, будем сейчас солить вместе с вами рыбку. Точнее, я просто расскажу, да, как я ее солю. Вот она вот так выглядит, смотрите. Ой. Вот так вот. Я раньше солила прямо вот так, с кожицей. Теперь я решила, что я буду без кожи солить, потому что попробовала один раз, и это получилось намного вкуснее. То есть я сейчас беру филе отдельно и кости. Беру кости вот с таким вот такими щипчиками, да. Мне нужен будет ножик, то есть убрать вот эту кожицу. Лишнее сейчас пойдет у меня на укол, как я и говорила, что голова рыбки, вот это пойдет на укол. Так, смотрите, что у нас получилось. Вот такое вот 2 куска филе. Можно, в принципе, да, ширину еще меньше сделать и 2 разрезать, но я вот прям так и засолю. Вот, обязательно убираем вот так лишнюю влагу. Я уже убрала, просто вам продемонстрировать, чтобы никакой лишней влаги не было. Куда я ложу это? У меня вот такая вот стеклянная посудка. Я ее туда прям укладываю рыбку нашу. Вот, есть крышечка, да, вот этой стеклянной. Второй кусок у меня пойдет туда. Вот, и это на самом деле будет намного вкуснее, чем если бы вы с кожицей замариновали. То есть обе стороны у меня без кожицы. Что я сюда добавляю? Я добавляю гималайскую соль розовую. Кто-то говорит, что с крупной солью получается вкуснее. Просто получается, смотрите, показываю. Вот второй раз уже взяла, второй раз просто вот так вот сверху насыпаю. Потому что не бойтесь пересолить, рыбка возьмет сколько надо себе. Кто-то добавляет лавровый лист, кто-то добавляет там, например, сахар еще, оливковые масла, какие-то приправы добавляет. Я не добавляю ничего, кроме соли. Ну, как добавляла сахар, да, чуть-чуть сладенько, так, ну, вкуснее как будто получается. Но я думаю, лишний раз зачем добавлять сахар. Вот, и то, как бы, да, вот я сейчас с одной стороны сделала это, переворачиваю, обязательно с другой стороны повторяю. Но мне даже этого не хватает, я люблю посоленее. Вы можете, в принципе, сделать так, как вам нравится, мало соленый или сильно соленый, да. Чем дольше держится рыбка в соли, тем она больше будет соленее. То есть, например, 2 дня, например, у вас будет менее соленая, там 5 дней будет более такая соленая. Вот, я еще добавляю обычную морскую соль нашу, тоже точно так же сверху, прям хорошо так добавляю. Сейчас покажу. И с другой стороны тоже переворачиваю, добавляю, потому что мне вот не хватает. Сверху, естественно, пленкой обматываю. Вот так, смотрите, щедро я посыпала с одной стороны. Сейчас я это дело переверну, посыплю щедро с другой стороны. Потом, когда у меня уже, например, 2-3 дня, да, прошло, я уже понимаю, что у меня рыбка готова. Я просто оставляю, допустим, на 2-3 дня себе. Так, вот я переворачиваю. И сколько дней, например, на сколько дней вам, например, кусочек на день хватит, да, небольшой. Там столько отрезаете для себя. И остальное у меня обычно в
пакеты уходят и в холодильник. Вот, морозильник точнее, остальные кусочки. Обязательно вот так вот руками вот так промазываю. Вообще я здесь в Турции и рыбку научилась солить, и скумбрию солила, и икру солила. У меня есть на простых рецептах, у меня есть еще один дополнительный кулинарный канал, там я показываю, ссылка, кстати, в описании, можете проходить, смотреть, я там показываю, как я вот как раз скумбрию солю, там короткие ролики есть, длинные ролики есть, вот, кому интересно, можете посмотреть. Я, получается, рыбку вот эту вот убираю в зип-пакеты. Зип-пакеты я, кстати, заказываю в Атоме. Это интернет-магазин хороший тоже, как бы. Здесь в Турции зип-пакеты появились, они тут 70 лир стоят всего лишь. Там разных размеров, есть побольше, есть поменьше. Вот туда, получается, по кусочкам, сколько, вот насколько. Например, вот мне небольшой кусочек надо на там 1-2 дня. Я отрезаю на такие куски и убираю в зип-пакеты в морозильник. Можно, кстати, когда вы его, получается, с морозилки кусочек этот вытаскиваете, размораживаете, да, добавить немножко оливкового масла. И оно как сказать, для хранения будет уже дольше. Дольше храниться будет. Вот это как консервант такой, натуральное оливковое масло, да? Вот. Ну и это прям вот так вот. У меня получилось 2 слоя. Сверху я еще пленкой обмотаю, и уйдет у меня в холодильник. На 2-3 дня оно точно постоит. А потом уже посмотрим по вкусу и оставлю поесть и уберу в морозильник, как я и говорю. Кстати, ссылочки на магазин, интернет-магазин есть тоже под роликом, если кто-то что-то не разберется. Кстати, этот интернет-магазин есть в разных странах, и в России, и в Турции, и в странах СНГ. Кому надо, и не только, и в Европе, и в Германии, везде есть этот магазин. Кому надо, напишите, я вам подскажу, как все это можно заказать. Вот. Здесь у меня готовится уже уха. Я сейчас здесь отварю чисто отдельно рыбку, и потом я ее еще раз, то есть бульончик сцежу отдельно, добавлю уже все остальное. Вот. А вот, кстати, у меня вок, сковородка, про которую я говорила. Обожаю. Вот такая очень глубокая. Тоже вот такие вот сковородки можно купить на этом интернет-магазине. Вот такая вот она у меня широкая. И очень на всю семью хватает. Вот. Кто на канале впервые, наверное, задается вопросом, почему я говорю про интернет-магазин этот постоянно. Я являюсь партнером Атоме, и поэтому, конечно же, делюсь про это. Сама пользуюсь этими продуктами и делюсь, конечно же, со своими зрителями. Также, наверное, многие задаются вопросом, почему это я вообще в Турции живу. Мы ровно 4 года назад переехали в Турцию, вот как раз в августе месяце, и жили сначала 1,5 года в Гази-Паше, и переехали сейчас по работе в Селевке, это провинция Мерсин, по работе. Здесь строится атомная станция Россия, совместно Турция. И у меня вот муж работает там. Я с 3 детьми занимаюсь бытом и домашними делами. Веду блог и также являюсь партнером Атоме. Если есть какие-то еще вопросы, задавайте, друзья. Пишите в комментарии. Хочу поблагодарить всех своих зрителей, спонсоров, подписчиков за лайки, за комментарии. Всех, как всегда, люблю, всех целую, друзья. А на этом все. Всем пока!